Полицейский застрелил человека на охоте. В Москве массовое отравление водой из кулера. А под Москвой бывший СВОшник угнал маршрутку. Это новости в воздух. Меня зовут Дмитрий Еловский. С вас лайки, подписки, что особенно важно. Ну и мы начинаем. Спасибо, что вы с нами. Так, полицейский убил человека в Иркутской области. В убийстве подозревают начальника местного уголовного розыска Андрея Жбанова, пишет издание «Байкала-24» и «Твой Иркутск». Жбанов на охоте случайно выстрелил в загонщика зверей. Тот погиб на месте. Мужчины охотились в районе деревни Баганта 16 ноября. 4 были загонщиками, 9 стрелками. И вот, по словам Жбанова, он перепутал загонщика со зверем. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Еще 2 охотников расстрелял неизвестный в лесу Подмосковья. По данным канала Мэш, 2 мужчин охотились на бобров, когда по ним открыли огонь. 40-летний Максим К. он на фото погиб от потери крови. 42-летний Виктор И. сейчас находится в больнице. По информации СМИ, Максим работал наладчиком оборудования в авиационной корпорации «Рубин». Виктор безработный, был судим за кражу и причинение вреда здоровью средней тяжести. Возможно, в мужчин мог выстрелить другой охотник, который перепутал их с животными. Следственный комитет по Московской области возбудил дело по факту убийства и покушения на убийство. Убийцу ищут. Около 50 детей отравились в московской школе водой из кулера. Школа номер 1512 в районе Вишники закрыта на карантин. Журналисты узнали об этом из родительских чатов. Дети жаловались на плохое самочувствие в начале прошлой недели, но школа никаких мер не предпринимала. К концу недели у детей началось массовое расстройство пищеварения. В каждом классе минимум 1-2 человека с абсолютно похожими симптомами. В итоге заболели около полусотни детей. Роспотребнадзор Москвы действительно выявил в пробах норовирус 2-го типа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Еще одно ЧП, но уже в Новой Москве. Там загорелась жилая многоэтажка. Жители ЖК «Новая звезда» в коммунарке чуть не задохнулись дымом. При этом сигнализация не сработала. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Пожар начался сегодня днем. Дым заполнил высокие этажи с 20 по 24. Спасатели выводили людей через лестницы в масках от дыма. Пожар потушили, к счастью, обошлось без жертв. По словам жителей дома, это уже не первое возгорание в их ЖК. А сигнализация не работала и раньше. При этом управляющая компания никак не реагирует на жалобы. 10 человек погибли и минимум 43 ранены в результате российского ракетного удара по Одессе. Сука! Рядом с моим домом прилетела есть. Это моя квартира. Там что-то горит. В числе пострадавших 4 ребенка в возрасте от 7 до 11 лет. Среди погибших есть медики и полицейские. Повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание. Ну а тем временем пророссийские военкоры говорят, что удар был по общежитию военнослужащих Украины. Также до 89 выросло число пострадавших в результате российского ракетного удара по городу Сумы. Об этом сообщают местные власти. Там частично разрушен многоэтажный дом, погибли 11 человек. Ну а в Подмосковье участник войны угнал маршрутку. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным СМИ, 31-летний пьяный Денис Л. из Жуковского поссорился с водителем маршрутки. Пассажиры вышли из транспорта, когда конфликт начал разгораться. Ну а Денис вытолкал оттуда водителя, а сам сел за руль и уехал. За маршруткой началась настоящая погоня, которая закончилась аварией и задержанием Дениса. Полиция возбудила уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ранее бывший СВОшник уже привлекался к уголовной ответственности по статьям угон, кража и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Ну а в Псковской области готовятся к ударам ВСУ. Там опубликовали адреса зданий, где отключат свет для маскировки. Кроме того, местные власти планируют подсвечивать ложные и менее значимые объекты. И вот жителей Новоржевского района это возмутило. Издание 7/7 пишет, что в списке важных зданий администрация,
котельные, детские сады, школы, хлебзаводы и другие предприятия. Ну а в комментах к решению жители утверждают, что власти слили цели для украинской армии и призывают проверить местных чиновников на разглашение гостайны. Ну а теперь пару слов о приграничье. В Курской области будут проверять документы для поиска мародеров. Такую просьбу глава Глушковского района Павел Золотарев адресовал военной полиции. Он встретился с представителями ведомства в эти выходные. Ну и еще, реальный срок за пинок вазы мемориала ЧВК Вагнера получили двое мужчин, Андрей Козловский и Даниил Голиков, в Москве. Суд Тверского района приговорил их к 2,5 и 3 годам тюрьмы. Также им назначили штрафы в 55 тысяч рублей. Мужчины повредили мемориал в марте этого года. Пнули вазу, она разбилась. Хотя мемориал и неофициальный, обвинение посчитало, что он имеет большое культурное значение. Голиков, по словам Козловского, пнул вазу, потому что был в растерянных чувствах из-за расставания с девушкой. Ранее они отмечали, что были пьяны. На суде оба мужчины раскаялись. Бразилия, Рио-де-Жанейро. Там стартовал саммит G20. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Путин, конечно, туда не поехал, опасаясь санкций. На саммите также есть глава Китая Си Цзиньпин, канцлер Германии Шольц и лидер США Байден. Ожидается, что на саммите президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган представит свой план заморозки российско-украинской войны. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Друзья, это все новости, которые у нас были к этому часу. Спасибо, что вы были с нами. В студии для вас работал Дмитрий Еловский. Не забывайте подписываться на наш канал, пишите комментарии, ну и ставьте лайки, если вам понравилось. Спасибо, берегите себя.